Сегодня мы приготовим идеальный салат мимоза, который получается нежный, очень сочный и вкусный. И самое главное, приготовим домашний майонез за 1 минуту. Смотрите видео до конца, я думаю, вам будет очень интересно. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить один из самых легких, вкусных и быстрых салатов, который называется мимоза. И еще к этому салату мы вместе с вами будем готовить домашний майонез. Для нашего рецепта нам нужны такие ингредиенты. Первым делом я перечислю ингредиенты, которые нам нужны для майонеза. Это у нас подсолнечное масло, яйцо, горчица, уксус, соль и сахар. А для салата такие ингредиенты: рыбные консервы, у нас сардины. Самое вкусное сочетание в этом салате, мне очень нравится именно вкус сардин. Поэтому мы сегодня используем вот такую рыбу. А также можно использовать любые консервы, которые вы любите. Также нам нужны отварные яйца, сливочное масло, голландский сыр, любой твердый сыр, который можно натереть на терку, морковь, лук и специи. Это мы уже будем перечислять по ходу нашего приготовления. И в этом салате мы морковь будем натирать на терку, чтобы дополнительно не отваривать, не запекать в духовке. Сегодня мы приготовим в микроволновке. Такой, знаете, быстрый вариант приготовления моркови. Сначала натрем на терку, потом отправим в микроволновку. Я взяла терку вот такую крупную. Если морковь такая мелкая, сравнительно мелкая, мы берем 2 штуки. Если она будет крупнее, значит нужно будет взять 1 крупную морковь. И, конечно же, все ингредиенты я напишу в описании под видео. Натираем на терку морковь. Вот столько моркови у нас получилось. Я взяла, видите, вот такую маленькую мисочку. Мы сюда отправим морковь, накроем крышкой, но прежде еще нам нужно залить немного водой. На такое количество моркови мы добавим где-то 2 столовые ложки воды. Вот так. И теперь заливаем водой, накрываем крышкой и отправляем в микроволновую печь на 3-4 минуты. Этого будет достаточно для того, чтобы морковь наша хорошо приготовилась. И отправляем в микроволновку где-то на 3,5 минуты. Посмотрим по готовности моркови. Если она будет мягкая, значит достаточно будет 3,5. От 3 до 4 минут. Морковь готова. И пока она горячая, мы немного присаливаем для вкуса моркови в салате нашем, чтобы вкусно было. Перемешаем и оставляем до полного остывания. И приступаем теперь уже к луку. Лук будем мариновать. Почистим лук. Я сегодня использую красный лук, а также можно использовать и белый лук, и любой лук, который вы любите. Я почищу. И нужно будет мелко-мелко нарезать. Будем мариновать с сахаром, солью и уксусом. Если у вас вот такого среднего размера луковица, то 1 луковицы будет достаточно. Если они будут достаточно мелкие, то можно взять 2 луковицы. Нарезаем мелкими-мелкими кубиками.
отправляем лук в мисочку, где будем мариновать. Для маринада я приготовила соль, сахар, немножко черного перца и уксус. А пока моя помощница, моя Ани, будет помогать чистить яйца. Добавляем пол чайной ложки соли, немножко, буквально вот щепотку черного перца, чайную ложку сахара, и столовую ложку уксуса. У нас сегодня яблочный уксус. Перемешиваем и оставляем для того, чтобы лук хорошо промариновался. Стараемся, чтобы сильно много жидкости не было в луке, потому что иначе нам придется отправлять на сито, чтобы стекала лишняя жидкость. И приступим к приготовлению соуса домашнего майонеза. Это я поставлю в сторонку. Готовим домашний майонез. Я разбила в отдельную пиалочку одно сырое целое яйцо и стараемся, чтобы вот этот вот желточек, он был целый. Отправляем вот в такую чашу, где мы будем взбивать все остальные ингредиенты. Сюда мы отправляем подсолнечное масло, а также можно использовать любое масло, которое вы любите. Соль, сахар, горчица. У нас вот такая вот горчица. 1 полная чайная ложка с горкой. И 1 чайная ложка уксуса яблочного. Подключаем блендер и стараемся блендер направить так, чтобы закрыть вот желток. И начинаем взбивать. Не поднимаем блендер, ничего. Просто вот взбиваем до получения соусообразного состояния. Знаете, вот как майонез. Посмотрите, какой интересный процесс происходит. И уже можно вот так вот делать. Густоту, видите, можно регулировать чуть гуще, чуть жидкое. Вот таким образом. Добавляем масло, у нас получается более жидкое. А в таком состоянии то, что нужно. Смотрите, я покажу, какой консистенции у нас майонез. Видите? Это идеально подходит для нашего салата. Все, майонез уже готов. Можно уже приступать к сборке салата. Я взяла вот такой кондитерский мешок. Мы сюда отправим готовый наш майонез. И Ани почистила уже все яйца. Да, Ани, апресс, ты мне очень помогла. Какой красивый цвет у нашего домашнего майонеза. Отделяем белки от желтков.
Будем собирать наш салат вот на такой тарелке и в таком кольце. Мы смажем края, бока кольца подсолнечным маслом, для того, чтобы, когда уже салат будет готов, удобно было доставать это кольцо, и салат был красивый, с красивым разрезом, знаете, вот так. Немного смажем, отложим в сторону. И для первого слоя из 9 отварных яиц белка нам нужно 4,5 белка натереть и отправить первым слоем. Натираем на такой крупной терке. И вот так отправляем аккуратненько первым слоем натертый белок. Выравниваем вилкой и сверху будем сеткой распределять наш майонез. Немного добавим соли к белку, щепоточку черного перца. Это для вкуса, аромата нашего первого слоя. И вот такой вот тоненьким слоем делаем сетку из майонеза. Ничего утрамбовывать не надо. Это такой легкий салат. Вторым слоем мы натираем на терку твердый сыр. Тоже распределяем на 2 слоя. Половину сыра на второй слой, следующую половину я скажу, каким слоем будет следующая половина сыра. Всего у нас 200 грамм вот этого твердого сыра. Можно использовать еще плавленые сырки, но мне очень нравится именно вкус вот с таким сыром. Тоже натираем на крупную терку. И вторым слоем мы распределяем натертый сыр. И точно так же после каждого слоя мы распределяем тоненьким слоем с сеточкой майонез. Следующим слоем у нас будет рыба. Рыбу обязательно мы берем качественную, вкусную, хорошую рыбу, потому что от качества, от вкуса рыбы зависит вкус нашего салата. Что нам нужно сделать? Обязательно я слила лишнее масло. Масло нам в этом салате не нужно. И что следующим этапом будем делать? Очищать рыбу от лишних косточек. Насколько возможно, настолько мы будем очищать. Вот эти вот крупные косточки. И после того, как вот мы очистим от косточек, мы рыбу хорошо разминаем вилкой, превращаем, знаете, вот в мелкий такой паштет. Чем мельче мы будем измельчать рыбу, тем нежнее и вкуснее будет наш салат. И все, я уже очистила хорошенько. И теперь вот так разминаем тщательно нашу рыбу. И отправляем на нашу майонезную сеточку таким тоненьким слоем.
И сразу же поверх рыбы следующим слоем у нас идет маринованный красный лук. Видите, нету жидкости от уксуса. Стараемся, чтобы в луке не было лишней жидкости. Равномерно распределяем так, чтобы по всей поверхности был обязательно лук. Натираем сливочное масло. Стараемся брать сливочное масло хорошо охлажденное, чтобы удобно было натирать. И прямо на крупную терку вот так поверх лука. Так красиво получается, такие завитки. А если брать мягкое масло, не так натирается, как будет прилипать к терке. И вот так распределяем тоже. И продолжаем натирать. А следующим слоем мы отправляем после масла остаток белка, который мы тогда оставляли, когда натирали первый слой. Тоже сразу же на терку, на крупную терку. И прямо в форму натираем. И вот так аккуратненько распределяем тоненьким слоем. Присаливаем и немножко добавим черного перца, щепотку соли сверху на белок и щепоточку маленькую, небольшую такую для вкуса, аромата черного перца. Сетку майонеза. И уже можно добавлять остывшую морковь. Тоже таким тоненьким слоем. Так красиво смотрится. Такие яркие цвета. Поверх моркови также само сетку майонезную. Так. И сразу же сюда отправляем натертый сыр. Тоненьким слоем. Поверх сыра распределяем майонез. Майонез уже так распределяем, чтобы сделать ровный слой. Ложкой выравниваем, и уже салат наш готов. Весь остаток майонеза отправляем на наш салат. Выравниваем. И натираем на терку, но уже на мелкую терку, так как желток будет красиво и нарядно смотреться, когда мы натрем на мелкую терку. Вот на вот такую. И выравниваем последний слой, красивый яркий слой из желтка. И отправляем для стабилизации в холодильник
на 2-3 часа. А еще лучше этот салат делать с вечера, и утром уже будет готовый салат. Но минимум 2-3 часа, чтобы и разрез был красивый, и можно было доставать из кольца. И далее я возьму листья укропа и красиво украсим наш салат. Салат наш настоялся 3 часа. И хотела сказать, что очень важно, перед тем, как отправлять в холодильник, обязательно нужно накрывать пищевой пленкой, чтобы желток наш не заветрился и салат был красивый. Ну, пришло время уже снимать из кольца. Снимаем пищевую пленку. Мы взяли вот такой тоненький нож. Немного проходимся вокруг формы, чтобы удобно было доставать кольцо наше кондитерское. И аккуратненько сначала немного раскрываем и достаем кольцо. Очень красиво получилось. Я очень довольна результатом. Смотрите, какие слои красивые. Сейчас уберу кольцо и будем уже разрезать и пробовать. Со всех сторон. Какая красота получилась. У нас тут есть веточки укропа. Можно украсить веточками укропа. Или петрушки. Любой зелени, которая вам нравится. Совсем немного. Для красоты, чтобы придать нарядный вид нашему салату. Мы берем такие веточки и выкладываем, чтобы было красиво. Сейчас мы посмотрим, какой он в разрезе. Режется нежно. Смотрите, как красиво смотрится. И попробуем. Обязательно попробуем. Я очень хочу попробовать, какой он получился на вкус. Нежные слои. И лук очень нежный, очень вкусный. И рыба. Просто все так идеально. Очень вкусно получилось. Сейчас еще они мы дадим. Друзья, хотела сказать вам, что обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится, и вы будете часто готовить. Этот салат идеально подходит на праздничный стол. Смотрите, какой он яркий, очень красиво смотрится. И спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. А сейчас там они, да? Они порежу тебя, да? Давай свою тарелочку. И вот так. Будешь кушать? Вот это, а?